Удивительная хорошая погода для Лондона, правда? Что делать? Закричать. Ты набрал полный легкий воздуха и... Эй, это я, спокойно, это я. Ты чего подкрадываешься в темноте? Да я тут уже давно стою, ты меня просто не заметила. Ты медленно выдохнула, успокаивая дрожь в пальцах. Прости, я просто нервная немножко. Я понимаю, ты за Чарльза, да? Да. И я смотрю на тебя без всякой нет, тебя без всякой жалости. Ты только отмахнулась. Оказывается, я много помню из уроков тетушки. Все не так плохо. Хотя я устала, да. Вот сбежала подышать свежим воздухом. Точно, я ведь хотела поговорить с Сэмом наедине. Ты помялась, подбирая слова. Сэм, я хотела... Ксения, я хотел... Вы одновременно замолчали и захихикали. Ты первая. Я хотела сказать, что... Сэм, я очень жалею о том, что ты потерял работу. Еще не потерял, но почти потерял из-за меня. Он наперся на перила, посмотрел на тебя с улыбчивым прищуром. А я хотел как раз попросить, чтобы ты об этом не переживала. Ты знал, что я переживаю? У тебя же на лице все написано, Ксения. Это было осознанное решение, мое. Ты ни в чем не виновата. Пожалуйста, перестань себя винить. Ты прикусила губу, значит, нахмурясь. Некоторое время Стэн наблюдал за тобой, а потом весело хмыкнул. Если ты и правда хочешь исправить положение, ты можешь помочь мне. Как? Поцелуй меня. Его глаза серьезно и спокойно, неотрывно смотрели на тебя в полумраке. Что сделать? Послушаться? Как? Со вкусом глубоко. Так, чтобы мурашки по рукам побежали. Ты подтянулась вперед, вытянув шею и осторожно положив пальцы на изгибы его локтей. Самир тихо выдохнул в твои губы, когда ты остановился в сантиметре от него. Хотя можно подумать, эта девушка умеет не до мурашек. Ты не стала закрывать глаза, полуприкрытые веки смотрели на его лицо. Его сердце глубоко пульсировало венками под твоими пальцами. Прикоснувшись к нему, весь нежно, почти невесомо, лаская его одним дыханием, твой язык скользнул между его губ, навечая на них влажную дорожку. Его пальцы легли тебе на затылок, легко надавили. Нетерпеливый. Ты куснул его нижнюю губу, и когда он вздрогнул, поцеловал жестко и быстро. Он тихо рыкнул, сильнее вжимаясь в твой рот. Его пальцы ласкали твой затылок, шею, щекотливо прошлись по краю ушка. Ты возмущенно пискнул в ответ, пробежавший по рукам колкую волну удовольствия. Вызываешь у меня сквозь неприличные желания. Он повернулся, прижимая тебя спиной к ограде крыши. Быстрыми поцелуями пробежался по вискам вниз, по скулам ключицы. Сэм, я слышала про поцелуи, а не увлекся немножко. Он выпрямился, тяжело дыша, взглянул тебе прямо в глаза. С тобой мне сложно сдерживаться. Ты неосознанно облизнула припухшие губы, в его глазах снова блеснула искра. Так уж, раз уже решила остановить меня, то хотя бы не делай так. Пришлось смущенно покраснеть, поправляя волосы. Он, мягко улыбнувшись, осторожно прикоснулся губами к твоему лбу. Такая горячая. Тебе здесь не холодно? Ты повела плечами, оценивая свое состояние. Немножко прохладно, если честно. Пойдем выпьем, может, выпьем чай с ребятами? Ты кивнула, мы медленно пошли к выходу, почти не глядя друг на друга. Ночной Лондон перемигивался огоньками вам в спину.
зала. Ксения, я буду счастлива, если ты согласишься подарить мне этот танец. Ох, я с удовольствием. Его ладонь обхватила твои пальцы и потянула за собой. Ведомая Сэмом, ты решительно встала в стройную линию пар. Ты слишком серьезный. Вот бы сейчас пощекотать тебя. Его пальцы пробежались по вкусной ладони от поднялся вниз. Теперь его губы стержи хиканье и сильнее расправил плечи. Вы встали лицом к лицу, твоя ладошка слегка легла на его плечо. Скрипка нежно вывела первые несколько аккордов, Сэм обнял тебя за талию. Его тело надежное, крепкое. Вдруг грациозно подалось вперед, вводя тебя в круг. Чуть склонив лицо, он смотрел тебе в глаза. Сэм, я не знал, что ты так танцуешь. Я просил Еву научить меня хоть чему-нибудь перед балом. Не могу упустить возможность потанцевать с тобой. Приобняв тебя крепче, он с легкостью подбросил твое тело в воздух. Ты оперлась ладонями на его сильные плечи, чуть прогнулась. Почувствовала его губы на своем животе. Сэм, это неприлично. Он хищно улыбнулся, опуская тебя обратно на пол и разворачивая вокруг своей оси. Теперь он оказался сзади и снова двинулся вперед, водя тебя по кругу. Шаг за шагом вы под внимательным взглядом встретили. Сэм уверенно закрывал ваш круг. И снова руки на талии, полет вверх. И опять легко целует твой живот. Но на этот раз ты засмеялась, чуть откинув голову назад. Ты ужасен. И приземлившись в разрез со своими правилами этикета, ты коротко поцеловала его у самого ушка. Ты слишком близко, правила запрещают. А ты хочешь танцевать по правилам? В ответ он наклонился и включил мочку твоего уха. Я за правила. Их хорошо соблюдать и еще лучше нарушать. Ты снова рассмеялась, крутясь вокруг своей оси. Взлет, круг. И взлет. Ты голова кружилась. Оркестр пел нежную скрипачную трель. И на последнем аккорде ты остановилась, тяжело дыша лицом к мужчине. Отовсюду послышались сдержанные аплодисменты. Благодарю вас за танец, моя леди. И вас благодарю, мой лорд. Может, еще танец? Ты игриво сморщил носик, капризно надула губки. Я подумаю. Удовлетворительно усмехнувшись, Сэм повел тебя назад к снегутки. Так, бежать куда? К Сэму. Когда заспанный Сэм открыл дверь, ты немедленно бросился ему на грудь. Он едва устоял перед твоим напором. Ксения, что случилось? Сэм, там горит, и ресепшн, я ушел. Он подхватил тебя, притягивая к себе. Тише, успокойся, дыши, медленно дыши, вот так. Он ласково поцеловал тебя в висок, потом в скулу, в щеку, укачивая тебя, как ребенок. Он бережно погладил тебя по голове. Успокойся, Тенши. Все позади, я с тобой, никто тебя не обидит. Попробуй рассказать все в подробностях. Он усадил тебя на свою кровать и принес кружку воды. Послушав твой сбивчивый рассказ, он охмылился и поднялся на ноги. Так, сиди здесь, я пойду проверю. Нет, не раздумывая, ты успел за него запястье и тут же замялась. Не оставляй меня одну. Он тут же опустился обратно и заглянул тебе в глаза. Ты здесь в безопасности, это моя комната. Я понимаю, но... Ты жалобно уставилась на него, кусая губы. Сэм вдохнул. Ладно. Он задумчиво окинул взглядом комнату и остановился на кресле. Он хоть думает вставать на кресле, не хочет меня смущать? Что сделать? Позвать его в постель. Сэм. Мне будет спокойнее, если ты будешь спать рядом. Какое-то время он молчал, потом подошел к краю кровати. Справа или слева? Слева. Он послушно улегся справа, а после секундного размышления протянул тебе левую руку. Ты с готовностью нырнул в его подмышку и уютно построила голову у него на плечо. Сильная мужская рука обняла твое плечо, притягивая ближе. Казалось, после пережитого ты уже не сможешь уснуть всю ночь, но стук его сердца так быстро и качественно тебя убаюкал, что ты не заметила, как уснула.
Чтобы найти зал, тебе пришлось изрядно поболтать по коридорам. В такой рань никого не было, кроме Сэмми, подвешенного в наушниках. Мужчина отрешенно смотрел в окно, попеременно поднимая гантели правой и левой рукой. Ты любовался игрой мышц, перекатывающейся под гладкой кожей. Сэм? Он даже не обернулся, погруженный в мысли, как привлечь внимание. Обнять сзади. Не дождавшись паузы, в его ритмичных движениях ты обхватила руками его грудь и спину. Он слегка вздохнул, повернулся и удивленно улыбнулся. Ты почему здесь так рано? Уже позавтракала? Перекусила немножко. Я пришла спросить тебя насчет одной вещи. Пока Сэм растерянно возился с гантелями, ты пересказал ему все, что тебе рассказали ребята. Рэйчел считает, что люстрой мог заняться Чарльз. Ночью ночным происшествием тоже, и эти твои близнецы мне не нравятся. Они не мои. Неважно. Некоторое время он бездумно перекатывал гантелью ногой. Гудман позвонил мне утром. Меня уволили. Ты почувствовал, как на диафрагме собирается скользящий и тянущий комок. Позволь я обниму тебя. Я потный и противный. И слишком много говоришь. Подставляй руки. С мягкой улыбкой он привлек тебя к своей груди. Спасибо, мне очень важна твоя поддержка. Ты старательно обхватила его руками, пытаясь вжать в себя. Сэм, мы можем что-нибудь сделать? Например? Не знаю, я поговорю с Гудманом. Ты осеклась и перекусила губу. С комиссаром, ага, прости, что мне приходится это говорить, но у тебя нет влияния, Аннет. Вряд ли ты сможешь мне помочь. Он с вздохом наклонился и понес гантели на стенд. Кроме того, Гудман уже попросил меня встретиться с ним сегодня. Сказал, что у него для меня какое-то предложение. Я с тобой. Он удивленно выгнул бровь и кивнул. А за тобой не увяжется этот любитель радужного юмора? Они с Рэйчел вроде занимаются бизнесом. Сэм моментально повеселел и охотно глядел на часы. До встречи есть еще пару часов. Я вот что хотел с тобой обсудить. Твой пристальный взгляд, твои плечи как-то само собой расправились. Ты совершенно не умеешь себя защищать, а с учетом твоей ситуации надо. Ты предлагаешь мне взять пару уроков самообороны? Ага, а что может? Что поможет? Он расхотался, глядя на твое возмущенное лицо. Ладно, давай я сам покажу тебе пару приемов. Сходи, надень что-нибудь поудобней. Когда ты прибежала обратно, он хмыкнул одобрительно. Ну что, сенсей, учи меня бить ногой в пах. Не торопись, Кохай. Ты бы размялась для начала. Показывая пример, он начал энергично приседать. Ты, стоя к нему боком, тоже взялась за приседание. Буквально пару минут спустя Сэм внезапно тебя остановил. Эй, давай поделаем что-то другое. Давай попрыгаем. Ты послушно принялась прыгать, широко расставляя ноги и хлопая руками в воздух. Некоторое время Сэм завораживательно смотрел на то, как твое тело прыгает сверху вниз. Нет, стой, так. Растяжка. Просто немножко растянемся. Без возражений ты опустила руки к полу и начала тянуть заднюю поверхность ног. Сэм едва застонал и тут же прервал тебя. Считай, разминка закончена. Давай перейдем к главному. Ксения, что, по-твоему, самое главное в самообороне? Главное, самое важное — это мозг. Он серьезно кивнул. Главное в самообороне — анализ ситуации.
С кем ты? Где ты? На что ты можешь рассчитывать? Не стоит ли сразу сдаться? Все эти вещи ты должна была думать максимально быстро. Ты маленькая девочка, твое главное оружие — психология. Чем дольше он тебе говорил, тем спокойнее становилось. Плечи его расправились, голос стал ниже и уверенней. Так, давай попробуем от обратного. Нападай. Угу. Он встал, широко раздвинув ноги и стягнув слегка колени. Ударить в пах. Вот ты тоже слегка прыгнулась и резко ударила колени вперед. Сэм, словно прочитав твои мысли, ловко утек влево. Не удержав равновесия, ты полетела носом в пол. Сильные руки бывшего полицейского перехватили тебя в метре над полом. Как видишь, личность нападающего имеет значение. Кто он, опытный преступник или просто разозленный панк? Я запыхтела, отпихивая его от себя. «О, мерзавец, ты меня подставил!» Его губы мазнули тебя по щеке, когда он выдохнул смешок. «Ох, как легко тебя разозлить, Ксения!» Проявлять эмоции в драке опасно. Скользнув ладонями по твоим бедрам, он бережно подставил тебе на ноги. Обескуражь противника истерикой, но будь совершенно спокойно внутри. Или наоборот, говори с ним на равных и не проявляй ни грамма эмоций. А как понять, какой метод применить? К сожалению, универсального рецепта нет. Тебе придется смотреть по ситуации и ориентироваться на поведение противника. Самое главное оружие — спокойствие и уверенность в себе. Он мягко положил ладонь тебе на плечи и заглянул в глаза. Помни, что бы ни случилось, ты не жертва. И еще одно: бой на улице не имеет правила. Тебя не ждут благородства. Выруби противника и сразу убегай. Так, может, ты мне покажешь, как именно его вырубить? Что-то мне подскажет, что ты вырубишь его без моей помощи. Ты почему-то вспомнила ваши гонки с Чарльзом в библиотеке. Стало неуютно. Да и бить тебя по муське вряд ли кто-то станет. Его ногти скользнули к твоему горлу, приподнял твою подбородок вверх. Только не эту невероятную милую моську. Зато скрутить тебя и увести — милое дело. А вот то, что будет сложнее, так это выбраться из захвата. Ты думаешь, меня кто-то хочет похитить? Нет, но параноик не соткнется. Медленно, вальяжно он скрутил пальцами перед твоей майкой и натянул с себя твое лицо, почти встретилось с его лицом. Ты почувствовал, как его дыхание стало чаще, как он дышит, будто бы отстранился на пару сантиметров. Потом он брови слегка нахмурились, и он снова потянул тебя на себя. Что ты будешь делать, если тебя схватят за одежду? Я попробую упасть в обморок. Ты смеешься, а зря. Это будет неожиданно, и мало кто сумеет удержать тебя на одной руке. Лучше всего в этой ситуации притянуть противника максимально к себе. Его пальцы чуточку разжались, ослабляя давление на майку. Потом нанося удар в любую болезненную точку или сделать что-то неожиданное. Например, укусишь за руку напрямую. Стоя на расстоянии одной ладони от тебя, он продолжал сжимать твою майку. Сэм, ты все еще держишь меня. Ты думаешь, противник так просто тебя отпустит? А ты сейчас мой противник? Если тебе хочется, чтобы я им был? Ты приоткрыла губы, потом нерешительно облизнулась. Сэм резко раздвинул тебя спиной к себе и обхватил пальцами твое запястье, сжимая их. Сэм, мне больно. Как ты избавишься от меня, Ксения? Ой, тебя проучу. Ты не ждешь соблазнения. Ты выгнулась в пояснице и громко охнула, изображая боль. Стон получился вязким. Сэм замер за твоей спиной, старательно прислушиваясь к движению твоего тела. Сэм, у тебя такие горячие пальцы. Его ладони дрогнули, ослабляя хватку. В следующую секунду оказалась вдавленный холодный бок тренажера.
Одним жарким движением, жаркое дыхание мужчины опалило твои ресницы, когда он наклонился ближе. Так, и чего ты добилась? Ну, я свободна, точно. Его губы медленно сжались в пульсирующую венку на твоей шее. Я могу уйти в любую секунду. Можешь. Сильные запястья надавили на твою поясницу, заставляя выгнуться ему навстречу. Цепочка поцелуев потекла вниз по твоим ключицам груди. Ты заворачала, отпихивая его ладонями, не слишком сильно, чтобы не отодвинулся. Он поднял глаза и легко прикусил твой сосок. Ты подпрыгнула, ойкнула, сжимая пальцами его плечи. Не останавливаясь на достигнутом, мужчина начал посасывать его прямо сквозь майку. Что чисто интересно, а ты почему не надела бюстгальтер? Преодолевшая жаркую волну, ты выдавила. Эта майка просто прекрасно все поддерживает. Ага, мне нравится. Он грубовато сжал твою ладонь сквозь ткань, не прерывая зрительный контакт. Ты покусала губы, стараясь сдержать стоны. Сэм, кто-то может войти. Так войдет, как войдет, так и выйдет. Одна его рука медленно скользнула вниз, огладила твое бедро. Сжав пальцы, послушно выпеченную ягодицу, он удовлетворительно выдохнул. Когда кожа проминалась под его пальцами, посылая сигнал, приятные волны по всему телу. Ты вдруг почувствовал, как тело обмякает, доверчиво плавясь под его взглядом. Оттянув зубами твою майку, он отпустил и с удовольствием наблюдал, как она шлепает тебя по груди. Как грубо. Тебе хочется нежнее? Мне хочется. Чтоб ты был нежным. Ты смущенно опустила веки, но он пальцем приподнял его подбородок, заглянул в глаза. Поцелуй вышел таким чувственным, таким медленным. Сэм никуда не торопился. Его руки скользнули по твоему телу, сопровождающей волны мурашек. Переплетя пальцы одной руки с твоими, он поднял их на уровень глаз. Влажный или горячий язык прошелся под кожей твоих запястьей. Ты почувствовал, как внутри, пониже желудка, собирается жаркий комок. Свободная рука Сэма опустила между твоих ног, легко погладила. Твое тело отозвалось короткой дрожью, из горла вырвалось поскупление. Мужчина неспешно скользнул пальцами под ткань твоих шортиков. Ты с готовностью раздвинула ноги, позволяя ему скользнуть глубже. Твое тело говорило тебе о полной готовности принять его, и он это почувствовал. Глядя ему в глаза, он медленно потянул вниз свои короткие шортики. Когда он поднялся, ты сама закинула ногу ему на бедро, нетерпеливо припуская его штаны. Сэм медленно поддался вперед. Немедленно поддался плавному движению, оказался в тебе. Ты охнула, всклипнула в ответ на волну удовольствия, прокатившейся по телу. Он двигался ритмично, давая вам обоим насладиться друг другом. Обхватив руками его шею, он тяжело дышал в его губы, почти закрыв глаза в мягком утреннем свете, отраженном свете зала. Вы почти светились изнутри. Ты почувствовал, как вслед за каждым следующим его толчком внутри растет горячий комок ощущений. Он медленно ширился, заполняя все твое пространство. Ты схватила Сэма за запястье, потянула к себе. Мысли внутри тебя так сильно жаль, что твой мужчина тоже непроизвольно охнул. Ты почувствовала бешеную пульсацию внутри и запрокинула голову назад, позволив себе отключиться от реальности.
Ты пришла в себя от ласкового прикосновения махрового отца по лицу. Сэм заботливо взмакивал каплю пота с твоей разожженной кожи. Пальцы ног ты приподняла шортики с пола. Он хмыкнул с удовольствием улыбкой. Хорошо, я попробую. Хорошо, я попробую. Свои штаны он в пальцах не сдержал, и ты позволил ему победно хихикнуть. Больше практикуйся, салага. Я лучше буду практиковаться кое в чем другом. Он мягко поцеловал краешек твоих губ. Ты такая сладкая, Ксения. А ты ответила ему нежным поцелуем, а потом решительно оделась. Сэм быстро кинул взгляд на часы. Здесь мы еще не опоздали на встречу с Гудманом? Еще нет, но задерживаться не стоит. Надо переодеться и встретиться внизу. Ты отдала ему честь и потащилась наверх в комнату. Вы остановились на обочине. Двигатель неохотно затих. Краешком неба с вас любопытством уставило закатное солнце. Знаешь, чего я хочу? Кофе. И посиди где-нибудь у воды. Думаю, это отличная идея. Сейчас я только найду что-нибудь, какое-нибудь живописное место поблизости. Он уткнулся носом в телефон и открыл карту. Ты хмыкнула и завела двигатель. И где-то по трассе должны быть заправки. Облокотившись на капот, вы безмежно и расслабленно пили кофе. Волны озера Малорен нежно лизали опоры пирса. Видели все на свете мои глаза и вернулись к белой хризантеме. Ты удивленно выгнула брови, ставя стаканчик на полпути к рту. А ты ценишь романтику, я смотрю. Возьми печеньку. Он достал из коробки большое, усыпанное шоколадной крошкой печенье. Что-то мне подскажет, что ты тонко надо мной издеваешься. Ты сердито взяла печеньку и начала ее грызть, посматривая на мужчину. Тот рассмеялся, проводя пальцами по горячему капоту. Когда-то я любил читать Хоку девушкам. Они находили это очень романтичным. А сейчас он помедлил, глядя на тебя поверх своего стаканчика. А сейчас я нахожу романтично уже я. Под его внимательным взглядом твои руки покрылись россыпью мурашек. Ты развернулась к озеру и раздосадованно кусая печеньку. Я не знаю, как реагировать на него. Когда он ведет себя так странно. Довольно вздохнув своим решительно, стащил с себя ботинки. Ты чего? Посмотри, какая красота! Он шлепнул по краю пирса и с удовольствием плюхнул ступни на воду. Разве можно так просто сидеть без желания и не желать ее погрузиться? Давай, присоединяйся. Ты нерешительно подошла ближе, глянула вниз на воду. Или ты сама снимешь туфли, и я тебя с них стаскиваю и выбрасываю в озеро. Эй, они стоят кучу денег, между прочим. Вот и я о том же. Под его наслышанным взглядом ты фыркнула, аккуратно сняв туфли, поставив рядом с кофе. Озерная вода лизнула твои ступни, кольнула прохладными иголочками. Да она холодная. Сэм протянул руку, предлагая прижаться к его теплому боку. Подумав, ты нырнула под его подмышку и устроилась там покрываться. Ровкие сверчки пели вам в спины, а озеро лениво плескалось у ног. Знаешь, я когда-нибудь хотел что-то сделать для тебя, что-нибудь, чтобы облегчить тебе жизнь. Он ласково перебирал пальцами пряди твоих волос, упавших ему на ладонь. Что я могу для тебя сделать? Ты задумалась, прислушалась к наритым звукам тишины. Ты можешь поцеловать меня? Его голова качнулась в твою сторону, наклоняясь ближе. Ты подставила губы, но он не спешил к ним прикасаться. Носом мужчина зарылся в твои волосы, глубоко вдохнув, потерся о них щекой. Спустился ниже и почти к шее, и снова притормозил.
Затем прижался губами к виску, прикрывая глаза. Его пальцами лаская твою шею. Он откинул голову назад, подставляя ему горло, и он бережно огладил его. Запах его парфюма окутал тебя со всех сторон и впутался в волосы, и безнадежно ты застрял там. Сэм изучал твое лицо губами, тянул тягучими поцелуями, пробуя кожу на вкус. Ты повернула лицо, подталкивая его к поцелуям, но послушно прижался губами к твоим губам, как будто я поцеловал тебя в улыбку. Его шепот вошел в тебя вместе с вдохом. Ты подалась вперед, хватая его нижнюю губу зубами, но он ловко отстранился. Вкусненько понемножку. Его сильная рука снова энергетично прижала тебя к себе. Ты устало выдохнула, глядя на озорную полночь. Мэрилан величественно несло свои воды мимо вас к Балтийскому морю. Так хорошо сейчас, так тихо, так мирно. Запах кофе смешался с запахом воды и парфюмом Сэма, с ночной прохладой и листвой. Где-то в глубине души заворачивало что-то большое, бесконечно нежное. Ты уже начинала задремывать, когда Сэмчи стряхнул тебя. «Эй, Тенчи, ты дрожишь, замерзла?» Ты недовольно фякнула, как сонный щенок, и он твердо встал. «Здесь хорошо, но я не прощу себе, если ты простудишься. Поехали». Он усадил тебя на пассажирское, а сам пошел к водительскому. Ты широко зевнула и без задней мысли спросил: «А почему ты не пробовал рисовать самостоятельно?» Сэм замер в кресле несколько секунд, а потом тихо ответил: «Потому что я никак этого не заслуживаю». И когда двигатель зарычал под его рукой, на него навалилось безжалостно, на тебя навалился безжалостно сон. Ужас. Ты не спешила выходить из-под защиты деревьев и пошла по периметру поляны. Под твоими ногами время от времени хрустели веточки и листья. Ты внутренне кричала, представляя внимательного киллера в кустах или какую-нибудь смертельную ложку прямо под ступнями. Хруст. Это была не я. Сердце пустилось в бешеный пляс, когда ты начала разворачиваться. Сбоку от тебя мелькнула быстрая тень. Ты не успел даже пикнуть, как Саудуир разжался, врезался в твои лопатки, выбив весь воздух. Притвориться обморочной. Вспомни, что говорил Сэм, нужно оберегать куражей противника. Ты резко выдохнул, обмял все тело на мужских руках. Нападающий тихо ругнулся, но удержался. Шесть стекающее тело не смог. Оказавшись на земле, ты резко дернулся, он перекатил, вскочила. Ты запомнила мои уроки? Какого черта ты подкрадываешься? Я не видел тебя, там же кусты. Досадливо тряхнув головой, он стремительно дернулся к тебе, закрепляя плотные объятия. А потом выдал несколько экспрессивных и не очень приличных фраз. Ты часто ругаешься? Я думала, тебя убили или расчленили. А если бы расчленили, так была бы жива, что ли? Мисс Ксения Харрис, будьте пайкой и заткните свой сарказм на минуту. Я волновался, черт возьми, я чуть не свихнулся. Ты коротко вздохнула и сдавила его в своих руках. Я тоже заволновалась. Некоторое время я так, а потом своим прошептал: Рэйчел и Александр ждут в стороне. Погоди, я их приведу. Он заглянул тебе в глаза. Пообещай мне, что никуда не пропадешь за эти несколько минут. Обещаю, обещаю. Сэм быстро кивнул и исчез в кустах. Ансус говорит, ты в дурачках, девочка. Кто-то обманывает тебя, кто-то злой, а ты рада попасться на плечо. Что себе с него? Ты с него только слезы соберешь, а он тебя корзину 6. Урсус говорит тебе, будь хитрее, девочка. Измени свои глаза. Смотри на все как охотник, а не как жертва. Ищи слабое звено, найдешь, разобьешься.
Абьёша, ты ищешь свои ответы. Эхо говорит тебе, будь сильной, девочка. Послушай, Урзус, ты станешь союзником воли, знаний и желаний. Ты не будешь оседлана, но жизнь твоя будет послушным скакуном. И это все? А про любовь? Старуха захихикала, прикрывая ладонью безоброд. Все вам, девочки, про любовь, да про мальчиков. Есть в жизни вещи поважнее. Но ее пальцы уже быстро пробежали по руну, словно щупая точку между ними. Далеко он ног, а еще дальше может убежать. Он закусил удила и несет на свой барьер как безумный. Она склонила голову, рассматривая знаки. И он возьмет свой барьер, даже если это придется выкинуть из седла тебя. Ты сжала и разжала кулак, бездумно глядя на свои пальцы. Вы говорите, что он откажется от меня ради агентства? Но ты ведь не глупенькая, не станешь у него на пути. Дай ему свободу и пространство, и ты увидишь, как его сбруй покроется золотом. Это твой конь, твое седро. Не тереби зря удила, будь терпеливой. А у него сердечко трепещет, когда он видит твои губы. Ты провела языком по губам в безответном жесте. В дверь заколотили. Бригитта, не отрекаясь, встала и Ты проводила ее бледной улыбкой и глянула на Сэма. Итак, он сел рядом с тобой, притянул тебя ближе под бок, положив подбородок на твой затылок. Итак, я хочу знать, как ты. Ты помедлила, перебирая слова. По-моему, бывало и хуже. Лицо его ты не видела, но голос прорезала сочувственная улыбка. Храбрая Тенши. Я убила человека, Сэм. Ты потерянно смотрела на свои ладони, словно ожидая, что на них проступит кровь. Посмотри на меня. Его глаза были серьезными, спокойными. Я убил девочку в Америке. Твое сердце пропустило удар, дыхание сбилось. Убил? Как убил? Сбил случайно во время гонки. Я был молод, я был идиотом, верил в свою непогрешимость. Выходил на трассу в алмазной уверенности, что контролирую все. В этом уверен абсолютно каждый второй дурак за рулем. Их ничто не останавливает, ни гололед, ни туман, ни школа в соседнем квартале. Лишь бы выжать побольше скорости из своего мотора. Внезапная ветка, упавшая на дорогу, выбежавшая собака, ребенок. Нет, это все не про меня. Я гениальный водитель, я все предскажу, ничего не случится. Но случилось, она оказалась не в том месте, не в то время. Маленькая девочка. Его взгляд затуманился, тебя он уже не видел. Когда сигнал был подан, вы резко тронулись, вжимая сиди. Ребята, это отсылка на историю «Секрет небес». Кто помнит, ведь одно из заданий наше было на Земле. Это это задание на Земле сорвать гонку и либо препятствовать сопернику. В общем, позволить, одному из них выиграть. Походу, все-таки история «Я охочусь на тебя» прошла после истории «Секрет небес». Машина быстро набирала скорость, лавируя между соперниками и другими машинами. Гонщик игнорировал красный свет и все время мысленно и немыслимо правила на дороге. Ха-ха-ха, так-то. На дорогу выскочила девочка. Лицо Сэма перекосило от боли, и ты невольно сжалась. А потом... Бам-бам! В нас врезались еще несколько машин. Одна пролетела мимо. Бам! Чей-то крик. Ты... не виноват.
покачал головой, не соглашаясь с тобой, но вместе с тем благодарно вдохнул. Я бы хотел в это верить, но это не так. Я виноват в ее смерти, и как так же, как и все те, кто находился там в тот день. Как ты пережил это? Как простил себя? Никак. Я не простил себя до сих пор. Я решил стать полицейским, чтобы загладить вину, спасти как можно больше жизней. Ты промолчала, пальцами прикосноваясь к его груди на сердце. Получается? Не очень, но я стараюсь. У меня есть цель, и тебе нужна цель. Он положил на твои губы 2 пальца, чуть надавливая. То, что успокаивает твою душу, то, что даст возможность смотреть в зеркало по утрам. Он вдруг встрепенулся, встал и подошел к двери. Дай мне секунду, хорошо? Ты растерянно посмотрел ему вслед, потом протянула плед поближе и укуталась в него. Через несколько секунд сам вернулся, довольный, хоть и смущенный. Я думаю отдать тебе это при более романтичных обстоятельствах, но... Ох. А вот и отсылка на историю легенда Ивы. Цветок сакуры, инь-янь. Знаете, я не хочу тратиться. Есть другие дела. Но мне так нравятся подвески. Знаете что? Взять кицуне. Ты наблюдала, зачарованно наблюдала за тем, как горят миниатюрные камушки в глазах зверя. Казалось, лисица вот-вот расправит хвост и спрыгнет на пол. Сэм, она такая волшебная. В моей стране считается, что кицуне наполовину зверь, наполовину человек. Каждые 100 лет она отращивает по хвосту. Они показатели ее мудрости. У них же есть как минимум один. Он заговорчески улыбнулся, целуя твою ключицу под цепочкой. Спасибо, твоя поддержка бесценна, ребята. Это еще отсылка на легенду Ивы. Ты прошептала это одними губами, но он услышал. Его губы прижались к твоему виску, старательно вливая в тебя силы. Если это даст тебе силы смотреть в новый день без ужаса, я буду рад. Ты огладила пальцами его подбородок и привстала. Он отодвинулся, чувствуя, как поменялось твое настроение. Расскажи мне, зачем ты ездил в Англию? Твои предположения? Я думаю, что ты пришел к каким-то выводам. Я вспомнил, где видел Эдварда. Тебя продрало от затылка до самых пяток. Освальд! Детектив выглядел удивленным и рассадоченным. А, ты уже знаешь откуда? Я тоже его вспомнила. Мы упустили его, просто не успели добраться с допросом. События развивались так стремительно. У него были поддельные документы, но мы облажались, конечно. Ты кивнула, сглатывая комок. Вы все облажались. Так объясни мне еще раз, кто из них кто и что они сделали. Сейчас расскажу. Ты уронила лицо в ладони, потеряя кожу, чтобы взбодриться. Если верить тому, что сказал мне Кадаген, то и получил Алекс, и полиция на первом допросе, все выглядит так. Их отец Лукас ненавидел мою тетушку и хотел вывести ее из бизнеса. Она была сильнее, но когда она погибла, появилась я. Он решил, что это шанс вывести ее компанию из игры. Разорить или отобрать. Эдвард был с ними заодно, а Кристофер, кажется, этого не знал. Во всяком случае, сначала, но на балу Эдвард начал меня запугивать. Люстра, отель, все его рук дело.
Кристофер отправился по делам в Швецию встречать меня. Эдвард следил за нами и понимает, как это можно вернуть в свою пользу. Он решает, что лучше всего будет взять меня замуж. А потом его папа делает глупости, похищает моих друзей. Эдварду это не нравится. У него есть собственный план, и его бесит папа. А еще Кристофер узнает о происходящем и решает мне помочь, потому что я действительно ему нравлюсь. Нравилось до некоторых пор. А Эдвард, притворяется, что все это время был с Кансой, не втирается мне в доверие. Он решил, что если я буду испугана, то он сумеет подмять меня, обещать защиту. Но просчитался, когда он столкнул меня с обрыва, во мне что-то лопнуло, и я сделал свой ход. Ты подняла на Сэма тяжелый, немигающий взгляд. Мужчина неуютно поежился, тут же отводя глаза. Мне не нужно было уезжать. Ты устало улыбнулась, веки тяжелели, тело придавливала гравитация. Мне кажется, тебе нужно поспать. Завтра тебя будем допрашивать. Тебе нужно будут все силы, чтобы выдержать это. Давай я провожу тебя в твою комнату. Да, давай. Ты встала, пошатнулась, мужчина тут же придержал тебя за локоть. Хотелось только одного — спать до послезавтра. Еще пару минут, и я это сделаю. Господи, ребята!